Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео для тех, у кого асцендент или восходящий знак находится в знаке зодиака Рак. Да, дорогие, это видео для вас. Вы очень часто меня под гороскопами спрашиваете, а что про асцендентных раков? А расскажите про меня. Вот, дорогие, это видео как раз-таки для вас. Буду рассказывать ваши психологические черты, буду рассказывать про вашу типаж и внешность, конечно же, ваши бескорыстные интересы, ваше настроение по жизни. И что очень важно для людей с асцендентом в раке, а также очень важная история, которая очень сильно влияет на асцендент в раке, это противоположная точка нашего гороскопа, это дисцендент, то есть седьмой дом. Напротив первого дома восходящего знака всегда находится седьмой дом. Управитель седьмого дома отвечает за наш брак, за наши отношения, которые скреплены с кем-то договором. Неважно, брачный это договор, неважно, рабочий ли это договор. То есть, если вы с каким-то человеком и организацией заключаете договорные отношения, тогда присаживайтесь поудобнее сюда, сейчас буду рассказывать, да, то есть ваш асцендент в раке, а дисцендент седьмой дом в Козероге. И сейчас очень многое станет понятно для тех людей, кто считает себя вот таким мягким, белым и пушистым, и считают, что почему в жизни происходят какие-то трудности, почему у меня брак такой тяжелый, почему у меня отношения такие сложные, на работе коллеги все тяжелые, муж, жена тяжелый, заставляют что-то делать, то, что я не хочу, а у меня асцендент в раке, и я больше ничего не хочу решать. Вот это буду рассказывать, дорогие, потому что то, что влияет на асцендент, как вы смотрите меня по асценденту, да, можете заглядывать в гороскоп противоположного знака для вас, это Козерог, и смотреть точно такую же декаду, если вы смотрите по асценденту, только у Козерога. И это будет ваше влияние на ваши партнерские отношения и на брак. То есть этот гороскоп будет только про ваш брак. Поэтому если говорю здесь штормы, значит будут здесь штормы на работе, либо же в браке. И здесь нужно понимать историю, что сейчас очень модно говорить, я не хочу никаких отношений, я не хочу брака, я не хочу замуж, то есть я уйду во фриланс, это вот такая история. Это очень интересно, веяние новой моды, это все очень прекрасно, хорошо. Но люди, у кого находится асцендент в раке, здесь история про семью. Здесь история про уют, здесь история, когда нам нужны доверительные теплые отношения, да, то есть здесь хорошая такая история семейных ценностей, родовых эгрегоров, да, здесь традиции, здесь про патриотизм, неважно в какой стране мира вы живете, да, здесь история, когда вы являетесь патриотом своего места, где вы живете, да, то есть вы душа нараспашку в этом месте, вам здесь хорошо, для вас очень важны близкие люди, традиции, семья и дом это не пустой звук. И внимание, если люди с асцендентом в раке так не считают, то есть вы смотрите меня, у вас асцендент в раке, и вы говорите, это вообще не про меня, ну, поздравляю, тогда вы свою жизнь не живете, тогда вы смотрите на кого-то, и события в вашей жизни происходят не по вашему сценарию. Движение планет идет, влияние на асцендент и дисцендент есть, но это не ваши события, которые строите вы, это события, на которых влияет общество, да, которыми общество на вас влияет, и вам очень сложно из них выбраться, потому что здесь нет вашей проявленности, здесь нет ваших действий, потому что для вас семья, дом, близкие люди – это пустой звук. И очень часто люди с асцендентом в раке могут от себя отречься. Как я говорю, что есть у нас качества, которые выводят нас в плюс, а есть и качества, которые уводят нас вниз, тянут на дно. Да? Так вот, все то, что я перечислила, семья, близкий, дом, традиции, патриотизм, да, ну, как правило, еще все люди с асцендентом в раке – это кошатники. Кто здесь кошатник, поднимите руку и напишите
Пишите, кстати, пишите в комментах, проявляетесь ли вы по асценденту в Раке, живете ли вы по асценденту в Раке, являются ли это вашими основными ценностями, насколько вы вообще, в принципе, живете свою жизнь и не боитесь быть собой. Потому что очень часто общество влияет на нас, и асцендент в Раке это такой мягкий, такой придает такой внешний вид. Конечно же, все зависит еще от управителя, то есть от Солнца, от Луны, в каком знаке находится. Если в каком-то огненном знаке, тогда вас считают ярким, активным раком, да, то есть вы такой на движнике постоянно. Если у вас в земном знаке, например, Солнце в Козероге, а асцендент в Раке, тогда вы более приземленный такой рак за ценности, да, то есть основные такие истории, которые с вами связаны, или наоборот, вы просто за карьеру, у вас Солнце в Козероге, дисцендент в Козероге, и раком очень сложно, да, проявляться, и получается, что вы везде в костюме, что вы везде такой сложный, что-то решаете постоянно в работе, в карьере, и вот асцендент у вас вообще не проигрывается так, как должен проигрываться, да. Если же говорить про внешность асцендента в Раке, то это, как правило, круглое такое вытянутое лицо, это такие большие глаза, влажные, можно сказать, в глаза, особенно если тема, на которую говорят люди, она для вас такая очень важна, и вы всегда открыты к сопереживанию, да, то есть это, как правило, доверчивые, говорящие глаза, которые говорят не просто с человеком, с его мимикой, да, то есть не просто так глаза зеркало души, это как раз-таки для людей с асцендентом в Раке. Если говорить про психологические качества, то, естественно, управитель асцендента в Раке это Луна, можно еще Солнце взять, да, но Луна такой основной, поэтому здесь в новолуние, в полнолуние очень много всегда, как правило, у вас эмоций. Если вы живете согласно своему асценденту и проявляетесь, да, то есть вы чувствуете эти события перемещения планет на небе, и 2 раза в месяц у вас какой-нибудь эмоциональный всплеск, то есть или вы просто чувствуете, что как-то вот энергия, вот так силы они идут, да, или наоборот идет на спад. Поэтому здесь, конечно же, еще, если говорить про черты характера, это разговорчивость, то есть, как правило, на те темы, которые вас очень интересуют, вы всегда разговариваете, вы всегда включаетесь в разговор, особенно если они вас задевают, особенно если там вы раскрываете свои проблемы, переживания различные, да, даже страхи, то есть для вас это очень важно. Может быть, при этом здесь капризность и переменчивость, да, в том числе и сострадательность очень большая у людей с асцендентом в Раке. Но и самое такое, знаете, очень сильное качество, во-первых, это вы упрямый как человек, упрямый и раздражительный, особенно если прям такая горячая для вас тема, она очень важная, она фундаментальная, вы понимаете, что вы не согласны с мнением окружающим в этой среде. Самая такая очень сильная манипуляция, которая заставляет двигаться людей с асцендентом в Раке, это под давлением обстоятельств. Когда случаются какие-то обстоятельства, вы готовы выйти из своей ракушки и начать двигаться, начать что-то делать. Причем вы чувствуете, как нужно это делать, вам говорят, как надо, например, делать, да, как четко, как расчетливо, но вы и так чувствуете без каких-то таких приземленных, да, моментов. Но если вот этих обстоятельств в вашей жизни не случается, то, как правило, это застой такой в жизни, вы думаете, ой, да как-то вот мне скучно, что-то ничего не происходит, как-то вот жизнь моя серенькая такая стала, да, но как только обстоятельства случаются, что-то давит на вас, на вашу семью, надо включиться, позаботиться о потомстве, да, о любимках, близких людях, вы полны включений, вы готовы решать этот мир, вы готовы с ноги открывать все двери, и это нормальная абсолютная история, здесь говорят, мы вообще тебя не узнаем, ну ты обычно такая милая, душевная, спокойная или спокойная. Есть мужчины с асцендентом в Раке, абсолютно вообще нормально. Особенно, кстати, интересно, когда мужчина там, у него все в Скорпионе, в Козероге, но он такой весь мощный, а асцендент у него в Раке. И вот он приходит в какую-нибудь компанию, сидит так смирно, попивает чай, там кто-то про что-то разговаривает, и как только темы начинаются горячие, мужчина начинает включаться и ведет себя как Скорпион, Козерог, мощно так, или в каком-нибудь огненном знаке, да, а люди думают, что он вообще такой тихий, спокойный, кроткий, и как бы просто не нашелся повод ему включиться, и вот повод
вот нашелся, и здесь держите всю начинку его натальной карты. У женщин это абсолютно точно так же работает, если другие показатели в натальной карте у вас какие-нибудь огненные, да, или земные, то здесь, конечно же, вы включаетесь очень совершенно по-другому, и уже как асцендент в раке вы не выглядите, да, то есть вы уже не тихий и спокойный, вы уже согласно, там солнце, луна у вас в каких знаках, если солнце огненное, то вы просто рвете на части этого человека, если в каком-нибудь земном знаке четко, продуктивно, планомерно идете к своим целям, если же в воздушном, то здесь, конечно же, всех конкурентов в разговорах вы разбиваете, да, то есть здесь дискуссии вообще очень сложно, проблематично. А хотя с виду асцендент в раке. То есть понимаете, насколько наша социальная маска на нас влияет. Но этим всем очень классно пользоваться, когда не пользоваться, так я бы сказала, надо жить, да. Есть люди, которые, конечно же, этим пользуются, но лучше жить согласно своей натальной карте, да, то есть если у вас раскачанное солнце и вы умеете отдыхать, расслабляться, чтобы перезаряжаться, да, перезагружаться, то есть луну свою расслабляете, то есть вы как человек не напряжены, тогда, естественно, по жизни ваш асцендент работает хорошо, и вы понимаете, что для других людей вы воспринимаетесь вот так, и вас очень хорошо воспринимают как человека, то есть такого надежного, асцендент в раке. У меня асцендент в раке, и ко мне всегда приходят за советом, всегда. Всегда знают, что я выслушаю, всегда знают, что дам вот какой-то нужный совет, потому что располагает вот так типаж и внешность, да. Если говорит: Женя, я тебе когда что-то рассказываю, у тебя глаза вот такие большие, неужели я удивляюсь? Я просто слушаю, то есть так работает организм, так работает асцендент в раке, то есть люди нам доверяют. И здесь, конечно же, очень важно это доверие, ребят, у кого асцендент в раке, его не нарушить, потому что у нас дисцендент, точка напротив нашего асцендента, это 7-й дом. Напротив 1-го дома всегда 7-й дом. И всегда это противоположный знак, да. То есть и 7-й дом отвечает за наши брачные отношения, за наши партнерские отношения в работе. То есть 7-й дом отвечает у нас за наши отношения со всеми людьми, у кого у нас есть договора, то есть с кем мы имеем какие-либо ответственности, да, то есть мы подписали договора, у нас финансовые какие-то истории совместные, да, то есть у нас такой договор, он однозначно гласный, если же это по работе, он не факт, что гласный, но если здесь финансы, то есть идут финансы между людьми, тогда тоже мы идем по 7-му дому, да, поэтому здесь можно говорить, что я не выхожу замуж, я как бы вот не хочу, чтобы вот у меня работал 7-й дом. Тогда у вас работает 5-й дом, и нужно смотреть про начинку, потому что не все любят жить по 7-му дому, потому что 7-й дом это брак, управитель Козерога, и здесь вот как раз-таки все те люди, которые я говорю, да, здесь большая ответственность, то есть Козерог это всегда про ответственность перед людьми, с кем у нас есть какие-либо отношения, и здесь главное вот это доверие, которое мы получили по асценденту, не разрушить его, да, здесь главное иметь полную ответственность, ответственность перед нашим брачным партнером, ответственность перед всеми теми людьми, кто с нами в каких-либо договорных отношениях на работе, но, как правило, те люди, у кого дисцендент, то есть 7-й дом в Козероге, это вообще, в принципе, люди по жизни ответственные. Есть, конечно же, в минусе безответственность, здесь нужно смотреть состояние Сатурна, да, в натальной карте и Урана, потому что здесь иногда хочется уйти в крайности. Если же Уран дико напряженный, да, то нужно смотреть историю с Ураном. Какие сферы? Например, Уран в напряженном аспекте Венера, а Венера у нас отвечает за 7-й дом, в принципе, всегда по умолчанию. И это история, которая у нас у всех живет, понимаете? У любого знака зодиака в дисценденте всегда управитель 7-го дома Венера. Вот всегда, сигнификатор, да, то есть такое астрологическое понятие. Кто разбирается? Я знаю, астрологи меня тоже смотрят. И здесь история того, что здесь всегда уровень ответственности. Если вы вот эту ответственность выдерживаете, то вы планомерно в обществе. Да, это не история быстрого взлета и скачка, да, то есть это планомерность в работе, это медленное продвижение в работе, но это
фундаментальное закрепление себя, своей ответственности, своего статуса. То есть здесь так быстро на качелях не получится, потому что очень часто ко мне приходят и говорят: хочу быструю публичность. Если у вас 7-й дом в Козероге, ребята, быстро не получится. Получится долго, но зато вы закрепите за собой это статус долго. Говорят: хочу легких каких-то отношений, но может быть я выйду замуж и разведусь. Я говорю: у вас дисцендент в Козероге, может вы один раз уже выйдете замуж и на всю жизнь, потому что это как раз таки те люди, кто выходит и женятся один раз замуж, да, выходят и один раз женятся, и это отношения в долгу. То есть человек с такими показателями, у кого асцендент в раке, то есть он, если живет согласно своей натальной карте, он за семью, за близких людей готов вот просто мир порвать, да. И 7-й дом это как раз-таки в Козероге, это про стабильность, это про ответственность перед собой, перед другими людьми, которые на пути у вас встают. То есть здесь даже если и хочется с теми людьми, с которых вроде бы как бы нет никаких отношений договорных, да, даже не возникает мысль повести себя как-то некрасиво, что ли, да. Здесь история ответственности, она просто уже настолько выработалась, да, и поэтому, как правило, те люди, у которых дисцендент в Козероге, один раз выходят замуж, один раз женятся, но здесь история очень, знаете, такая, потому что часто спрашивают, говорят: я хочу, чтобы в браке все было легко и хорошо. Ребята, у вас управитель 7-го дома брака, точно так же и популярности, публичности, известности, Козерог. Здесь нужно трудиться. То есть здесь не получится, что вот так вот легко, как-то вот красивая картинка в соцсетях. Нет, здесь нужно вкладывать тепло, уют, разговоры по душам, создавать семейные традиции, ценности. Здесь нужно, чтобы был уровень ответственности у вас, у вашего партнера. И, как правило, смотрите, у нас 2,5 года Сатурн находится в каждом знаке, да, то есть здесь все зависит от того, в какое время вы родились и где находится как раз-таки у вас управитель дома брака, да. То есть если у вас находится Сатурн в 6-м доме, то ваша задача вообще в 6-м и в 7-м доме вкладываться в отношения. То есть чем больше вы трудитесь над отношением, то есть это получается такой сад, который не вот вы сейчас эти цветы полили, и через несколько лет будут плоды, будут очень красивые бутоны. Здесь вот такая история, понимаете? Сейчас скажут: ну почему у меня дисцендент в Козероге? Я хочу, чтобы все было легко. Если ваш управитель 7-го дома Сатурн находится в 5-м доме, то тогда вам тепла и сил нужно вкладывать в любовные отношения, да? Если вы не живете по 7-му дому и вы решили систему обойти, не расписываться, замуж не выходить, не жениться, и вы по 5-му дому живете, но у вас там Сатурн в 5-м доме, тогда все то же самое. Тогда зачем скрываться, вот это вот все? Все равно придется с этим Сатурном работать. Работая над собой, вы будете работать над своими отношениями с детьми, потому что 5-й дом — это наши родители и наши дети, когда мы понимаем все огрехи и воспитания наших родителей, как они отразились на нас и как мы сейчас на фоне этого воспитания воспитываем своих детей. То есть понимаете, насколько это мощно и масштабно, да? И если же у вас в 4-м доме, ну это примерно то же самое, это семья, дом, уют, и даже если штампа в паспорте нет. Если у вас Сатурн в 8-м доме, то здесь, конечно же, нужно вкладывать много энергии еще и в деньгозарабатывание, в партнерские отношения, да, то есть здесь история, как вы можете работать, как вы можете продвигаться в финансовом плане, но здесь нужно все очень четко, очень честно, максимально красиво для того, чтобы прийти к тому социальному статусу, к тому финансовому росту, который вы хотите. Здесь очень сложная история с кредитами, с долгами, лучше вообще в это не влазить, да, лучше самим зарабатывать, естественно, это сложнее. Поэтому здесь, смотрите, много информации, да, казалось бы, просто асцендент в раке, я ничего не хочу решать, но понимаете, жизнь устроена так, что когда случаются какие-то события, они однозначно все аспекты парные. И это происходит с нами, не просто влияет на асцендент,
точно так же влияет на дисцендент. То есть наша личная жизнь, если у нас нет личной жизни, любовных отношений, брачных отношений, тогда это влияет на все наши социальные отношения, потому что мы все работаем, у нас есть все какие-то договора, тогда это вот такая история, да, и все зависит от того, какая планета влияет. Уран все переворачивает, либо же Плутон заставляет нас двигаться сильнее и мощнее, либо же Сатурн здесь влияет на асцендент и на дисцендент и говорит: так, у нас сейчас трудности, надо с этим разобраться. Не хочется разобраться, лучше я уйду в одиночество. Очень часто так бывает всегда, и, как правило, на этом аспекте происходит развод, разрыв, уход с работы, ощущение, что мне не нравится, меня не понимают, но здесь нужно найти свою внутреннюю силу, включиться в асцендент, включить свое солнце, потому что я еще раз говорю, и я каждый раз это говорю, на нашу жизнь влияют не просто события, влияющие на наши асцендента, способны разобраться в событиях, которые на нас влияют, поможет наше солнце, наш основной источник энергии. Это наш солнечный знак зодиака. И тогда не важно, в каком у нас асценденте и в дисценденте, какие знаки вообще, да, но тактика выхода из любого кризиса у тех, у кого асцендент в Раке и дисцендент в Козероге, это медленно, стабильно, душевно, на интуиции, потому что асцендент в Раке — это когда мы чувствуем, да, когда мы понимаем, когда у нас есть семья, у нас стимула выбраться из трудностей больше, да, то есть нам хочется, даже если солнце в Водолее, например, побыть где-то легкомысленными, но мы понимаем, что у нас есть якоря и ответственность, и именно это нас держит от улета в космос, принятия каких-то странных движений, которые будут на нас влиять неоднозначно. И да, если ваш асцендент в Раке, а дисцендент в Козероге, вы хотите того или нет, но вы человек, который идете к стабильности, вам хочется стабильности, и когда какие-то деструктивные события происходят в мире, здесь нужно просто понимать, что у всего есть цикл. Мы можем повлиять своим настроением на события, мы можем разбираться в своей жизни. То есть можно, конечно же, как рак, сесть, начать переживать, эмоционировать, можно включить в себе Козерога, и жизнь просит нас так действовать. То есть седьмой дом — это то, как мы в обществе действуем, то, как мы достигаем целей, то, как мы идем вперед, да? То есть это история в наших других резервах, которые нам необходимо в себе разобрать и понять, что наша другая грань, которая точно так же, наша грань нашего характера, которая на нас влияет, это Козерог. И да, люди с асцендентом в Раке могут быть жесткими, могут принимать кардинальные решения, могут принимать очень сильные решения, могут действовать, да, могут спрятать чувства где-то далеко и создать такую маску. Можете пахать, это тоже история абсолютно подходит, но здесь главное все-таки отдыхать, потому что эмоциональный интеллект, нужно перезаряжаться, то есть здесь нужен отдых, здесь нужно понимать, что да, уровень ответственности, хороша история с планированием, хороша история вообще, когда у вас полная чаша, когда у вас есть близкие люди, когда семья, то есть и когда вы в этих историях начинаете разбираться в своей семье, когда она у вас есть, когда у вас есть дом для вас это фундамент основной такой и мощный, да, когда у вас полно близких людей, да, вы имеете свои ценности, традиции, и вы за них горой, когда вы не отступаете от своих таких историй, которые являются вашим фундаментом, тогда ваше продвижение вперед в жизни, оно более стабильное, тогда трудности не способны выбить из колеи ни вас, ни ваш брак, ни ваши отношения на работе, не получится. И тогда уже получается, что мы по асценденту начинаем больше кайфовать, мы заглядываем в другие сферы, которые очень высокие, то есть это и поэзия, это и музыка, это и театр, и кино, то есть здесь уже открывается такая творческая история асцендента в Раке, и очень хорошая
хорошая такая мощная, классная, интересная история. Люди с асцендентами в раке очень веселые, очень интересные. Просто попробуйте их затащить в караоке. С ними будет очень весело, они будут петь песню, которые по их смыслам цепляют за душу. И это такая нормальная история, вы сразу узнаете человека, на самом-то деле, на каком этапе он развития, если вы смотрите это видео про кого-то, а не для себя. А если вы никогда в жизни не были в караоке, сходите, потому что асценденту в раке обязательно нужно раскрывать свою душу, это разговоры по душам, это вкладывать тепло, настроение, создавать уют, дом, комфорт. То есть это такая большая, мощная история. И когда вот вы вот с этим разберетесь, асцендент в раке, вы идете дальше, вы начинаете разбирать свой родовой эгрегор, и тогда вы поднимаетесь в своей жизни еще выше. То есть ваше осознание, что вы это не только вы, ваша, то есть вы из своей души выходите за рамки, например, входите в рамки своей семьи, да, своих близких людей, потом вы выходите за рамки родового эгрегора, и тогда включается уже такая большая патриотическая позиция, и вообще такой мир для вас открывается, и вы понимаете, что этот мир больше, чем вы, больше, чем я, и это настолько увлекательный мир и движение вперед, да, тогда и в личной жизни все трудности, которые есть, потому что десцендент в Козероге, это, конечно же, задача непростая, но она очень интересная, когда есть вот такой масштабный взгляд, масштабное видение мира. Вот такой у нас асцендент в раке. Ну что, узнали про себя что-то новое? Узнали, как надо действовать? Собственно, это видео я для этого и записываю, чтобы вы понимали, что не бывает безвыходных ситуаций, потому что мы однозначно не просто мы социальны, очень много людей на нас влияют, и порой эти ситуации, они такие достаточно очень сильные. И если асцендент в раке, то многие привыкли думать, что это такой рак тихий, спокойный, но если этого рака задеть, выходит на арену десцендент в Козероге, и поверьте, там очень сильная эмоция, которая своего достигнет. И я вам желаю проживать все свои эмоции, настроения, понимать, почему вы действуете так или иначе, ребят, и тогда будет на самом деле счастье, вы будете идти к тому, что вам на самом деле хочется. И да, ребят, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я обязательно на них отвечу. Оставляйте свои дату, время, место рождения и ваш вопрос, и тогда я отвечу на другие ваши вопросы, какие у вас есть, если я здесь что-то не осветила. Конечно же, про это можно говорить очень и очень много. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам активного, интересного, душевного проявления, следованию своему пути и использовать свою натальную карту по назначению, во всех ее смыслах. И тогда чаша будет полной, тогда все наши дома будут работать и действия будут более продуктивны. Ну что, ребят, увидимся в следующем видео. Пока-пока.